Всем привет! Я рада, что вы зашли ко мне на канал. Сегодня мы будем рисовать вот такую картину. Использовать можно как гуашь, так и акрил, что вам удобнее. Не будем долго тянуть, всего лишь напомню подписаться на мой канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. А также заглядывайте ко мне в Инстаграм, группу ВКонтакте и Яндекс.Дзен. Все ссылки будут в описании. Я рисую на холсте 20 на 25 сантиметров. Линия горизонта в этом рисунке будет прямо посередине вашего холста либо бумаги. С помощью плоской синтетической кисти начинаем рисовать небо, как всегда практически в моих видеоуроках. Используем белила и бирюзовый цвет. Краску разводим с водой, я бы даже сказала, сильно разводим с водой. Весь задний план у нас в такой дымке, что ли, весь нечеткий, поэтому все краски, которые используем, разводим с водой как для неба, так и для гор, которые мы будем рисовать прямо сейчас с помощью синей, фиолетовой и белой красок. Кстати, хочу сразу напомнить, для новичков в рисовании у меня есть полностью бесплатный курс обучения рисованию с нуля. Я рассказываю о том, как же начать рисовать с помощью гуашевых красок или акриловых. Показываю все основы, как рисовать деревья, как рисовать облака, как, в общем, начать свой творческий путь. Поэтому, если вам интересна эта тема, ищите ссылку в описании под видео на курс. Тем временем переходим к деревьям, которые также на заднем плане, но для них используем уже более густую краску, то есть я не развожу ее с водой. Здесь серый цвет, он будет основным, а затем сверху мы начнем добавлять синий, такой темно-красный, местами даже оранжевый цвет и, естественно, белый, который будет у нас снегом на веточках. Все так же продолжаю делать плоской синтетической кистью. Далее нам понадобится круглая кисть. У меня это размер 9 с таким заостренным кончиком. И с помощью коричневой краски и кончика этой кисти мы делаем намеки на стволы такими тонкими линиями, отрывистыми. Не везде их штампуем, это не забор, а только добавляем местами. Я так понимаю, что на камеру этот момент практически не заметен, но вживую он добавляет больше реализма деревьям.
Вооружаемся плоской кистью, переходим к нижней части нашей картины. Начнем с реки или ручейка. Да, вначале я закрашиваю его полностью черным цветом, не пугаемся. Сверху на черный мы будем наносить мазки белой краски, голубой, синий, добавлять какие-то блики. Тут уже заметно, что на черный сверху я добавила разных цветов, но так как у нас будут елки на работе, вы можете увидеть их на готовой картине в углу, то я решила сразу черным цветом добавить такие тени, чтобы потом просто про них не забыть. После этого этапа советую вам сменить воду. Здесь все достаточно просто. С помощью белой краски и местами добавления синей мы закрашиваем наше поле, наше пространство достаточно большое. Но, опять же говорю, это достаточно несложный этап. Белую и синюю краски я смешиваю прямо на холсте. За счет этого получаю плавный переход. А где-то наоборот специально я не делаю плавность, чтобы показать как будто бы холмики какие-то, то есть неровность земли. Большая часть картины готова. Я вас поздравляю. Мы где-то на середине, чуть больше, чем середина. Теперь остается одно из самых сложных. Это елки. И сложно оно не потому, что елки тяжело рисовать, а потому что их рисовать достаточно долго. То есть большую часть времени уходит именно на них. Сначала с помощью зеленого цвета мы намечаем стволы, где они у нас будут находиться. А затем с помощью круглой кисти рисуем эти самые елки. Делаем это в 4 этапа. Первый этап – нанесение темно-зеленого цвета, основного цвета. Для этого смешивайте зеленый с черной краской и наносим всю основную массу веток. Это и есть самый объемный этап и, скажем так, самый сложный. Дальше, когда ваши елки готовы, их основа готова, мы наносим цвет на одну сторону, в основном смесь зеленого с желтым. Мы начинаем добавлять объем елкам, так как на этой работе солнце с левой стороны, значит мы больше осветляем слева. Потом еще один слой желтой краски. И завершающий 4-й этап белым цветом добавляем снег. Я понимаю, что это, возможно, трудно понять, что это тяжело звучит, но если вы будете смотреть, думаю, все будет ясно. Также скоро я хочу выпустить видео о том, как именно рисовать елки, как раз вот в 3-4 этапа, чтобы это было легко, как их можно нарисовать, используя разные кисточки. Так что совсем скоро ждите это видео. Там я все подробно расскажу, покажу для тех, кому тяжело даются деревья.
Поздравляю, мы закончили с елками. Все, что нам теперь остается, это добавить детали на нашу работу. Здесь уже сложно что-то конкретно объяснить. Я просто смотрела, где мне казалось, что чего-то не хватает. Я добавляла. Это были тени, это были какие-то мелкие веточки, это были затемнения у речки. Так что вы можете добавлять деталей по желанию, сколько вам хочется доводить вашу работу до совершенства. А я вас пока, скорее всего, оставлю. Вот такая работа получилась. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и Инстаграм, выкладывайте свои работы в группу ВКонтакте. Не пропустите новые видео. Пока-пока!